Предпоследний уровень. Предполагается, что Макс перед этим уровнем закупился оружием, хилками, полностью отхилился. Как я и говорил, заходим в уровень с гранатой в руке. Значит, сразу после того, как стартанулся уровень, нужно будет бежать сюда и убить первую пачку противников гранатой. Здесь начало этого уровня сильно зависит от того, насколько вы быстро вообще двигаетесь. Вот смотрите, нам нужно будет подняться в итоге вот сюда. И здесь вот эти вот лазеры, они идут по циклу. Если мы достаточно быстрые, то мы сможем успеть в идеальный цикл, где мы практически все сможем пропрыгать. Для этого нужно сразу бежать вот сюда и кидать гранату вот в эту вот щелочку. Это довольно сложно на самом деле. В идеале она должна убить всех троих. Но если вам тяжело, например, в щелочку кинуть, есть вот такой вот альтернативный вариант. Можно просто зайти за колонну, кинуть гранату в стену, переключиться на одинарный инграм и вот сейчас мне повезло, все трое умерли, но вообще говоря, не всегда так получается. То есть вот этого третьего обычно приходится добивать вручную с инграма. Это такой довольно легкий способ. В щелочку кидать сложнее. Вот даже иногда в щелочку иногда кинешь, и не все умрут, поэтому. Возможно, вот этот второй вариант с обходом колонны, он надежнее. Дальше, если у вас недостаточно патронов в инграме, то можно сменить оружие. То есть, если вы потратили какое-то количество патронов на одного из этих чуваков, и вам не дает подобрать, вот здесь, то меняемся на какое-нибудь оружие, можно на лучшее оружие. И Макс подберет оставшиеся патроны. Значит, вот здесь впереди меня находятся гранатометчики. Я смотрю в пол и тем самым обужу их вижен. Вот, как только я подниму камеру наверх, они начнут стрелять, но нам это не нужно. Значит, мы переключаемся на кольт команды, бежим вот сюда, примерно вот с этой линии, где я сейчас стою. Делаем прыжок диагональный и соскальзываем. Все еще смотрим вниз. Вот примерно на углу той скамейки мы поднимаем прицел. И значит, убиваем этого врага и входим в открытые двери. Убиваем вот этого противника. Переключаемся на двойные инграмы и бежим вот сюда. Взрываем вот эту мину инграмами. Эту тоже взрываем. Перепрыгиваем пропасть. Здесь важно не упасть в нее. И сейчас вот на этой лестнице будет происходить тоже обуз вижена противника. Нам нужно смотреть вот именно туда, куда я сейчас смотрю. То есть мы обузим вижен врага, который находится справа. Бежим на боковом стрейфе. Убиваем вот этих вот спреем с инграмом. Вот у этого врага находится гранатомет. Очень важно его подобрать. Дальше можно переключиться на какое-нибудь другое оружие, чтобы инграмы не тратить. Вот здесь, для того, чтобы не ловить долгую анимацию вскарабкивания, я вот на эти перила прыгаю вертикальным прыжком с дожиманием кнопки вперед в воздухе. Соскальзываем сюда, этого убиваем. Переключаемся на снайперку. И вот, собственно, эти лазеры, про которые я говорил. Значит, давайте для начала покажу, как они в принципе перепрыгиваются. То есть вот этот вот лазер перепрыгивается, когда он в нижней точке. Здесь нам нужно подождать, пока вот эти вот двое тоже будут в нижней точке. Первый лазер можно либо под ним пройти, когда он значит, высоко, либо если он в нижней точке, то также можно его перепрыгнуть. Значит, четвертые лазеры точно такие же, как вторые. Следующий такой же, как третий. И последний такой же, как первый. Ну, давайте я попробую все-таки в идеальный цикл успеть. Да, если мы достаточно быстро сюда прибежали, то нам надо даже немножко подождать вот эти вот лазеры, пока они будут в удобной позиции. То есть вот сейчас здесь практически всегда нужно использовать bullet time. Ну, просто потому что, я не знаю, нужно быть каким-то аимботом, чтобы убить этого противника без bullet time. Значит, его можно убить либо выстрелом куда-то в яйца. И, наверное, это даже проще, потому что в голову вы хрен попадете ему. Видите, вот я сейчас попал ему в руки, где множитель урона 0.75, и он с одного выстрела не умер. То есть в голову тяжело попасть, у него руки закрывают его. Поэтому стреляем ему в яйца.
Так, дальше убиваем вот этого противника. И сейчас мы должны сделать скип. Обязательно засейвитесь перед скипом. Нужно будет зайти в закрывающиеся двери лифта. Значит, нужно нажать вот на эту кнопку и зажать кнопку вправо. Скипнуть окно комиксов и, собственно, не отжимая кнопку вправо, Макс должен зайти в двери лифта. И тем самым мы скипнем одну перестрелку. Нажимаем здесь на кнопку и едем. Да, вот эти вот противники, которых мы скипнули, которые здесь заспавнились, мы про них еще вспомним. То есть мы, по идее, должны были сейчас с ними воевать, но мы скипнули перестрелку с ними. Значит, едем в лифте, и здесь мы должны взрывать вот эти вот лазеры, расположенные в шахте лифта. Лучше всего для этой цели подходит кольт-команда. Патроны можно не жалеть, нам все равно слишком много патронов для кольта не пригодится. Здесь достаточно просто запомнить, где расположены вот эти вот головки мин, в которые мы стреляем. То есть ничего сложного здесь нет. Ну и все. Увидимся с вами, когда лифт уже будет подъезжать. Так, вот они, последние двери лифта. Лифт уже к ним подъезжает. Мы берем любое оружие, с которым можно кувыркаться на кнопку Shoot Dodge. Ну, я беру всегда биту. Бежим вот сюда. Здесь вот эта вот кнопка, на нее нужно нажать взаимодействие 2 раза. Один раз мы открываем крышку, второй раз нажимаем на кнопку. И начинаем кувыркаться для того, чтобы просто не воевать с кучей противников, которые нас могут убить. Я сейчас сделал такой небольшой флик камеры в сторону вот этой вот двери лифта, для того, чтобы она открывается, когда на нее посмотришь. То есть, если вы не будете смотреть на эти двери лифта, то они будут чуть дольше открываться. Значит, здесь мы прижимаемся вот к этому стеклу и приседаем для того, чтобы вертолет по нам не попал. И обязательно, значит, просто прыжком преодолеваем вот эту пропасть, и под весом Макса стекло ломается. То есть стрелять в стекло не нужно. Нажимаем на кнопку, берем в руки гранатомет. Здесь сейвимся, и мы должны выстрелить из гранатомета примерно вот сюда в пол, для того, чтобы убить этих противников. Пока снаряд летит, я флекшу, значит, влево и прячусь тоже от взрыва. Кто-то делает вот так, то есть отходит назад и стреляет в стену. Но мне кажется, это сложнее. Так, сразу же переключаемся на Ингрэм и убиваем вот этого противника. Переключаемся обратно на гранатомет и стреляем вот сюда в центр, для того, чтобы взорвать 4 вот эти вот системы безопасности. Есть еще такой немножко старый вариант. Включаем Bullet Time и стреляем им в жопу, для того, чтобы ваншотнуть. Этого тоже можно ваншотнуть. Но я все-таки предпочитаю способ через гранатомет. Переключаемся на одинарный Ингрэм и убиваем вот этих вот врагов. Значит, вот здесь, когда вот этот лифт приезжает, мы не должны стоять вот здесь вот. Потому что здесь находится вот этот вот враг, он сейчас бегает по циклу, да. Но если мы все делаем быстро, он вот прям вот в этой позиции. И если мы стоим вот здесь, пока мы ждем лифт, то этот враг уже нацеливается на нас и будет стрелять в нас, когда мы уже заходим в лифт. То есть он может нас убить. Короче говоря, суть в том, что не следует ждать лифт прям вот здесь вот. Вот здесь вот не стоит стоять, стоит стоять вот здесь. Заходим и убиваем этого противника и нажимаем на кнопку. Да, еще такой небольшой момент. Значит, когда вы взрываете из гранатомета вот эти вот хреновины, не следует стоять вот здесь, следует именно пройти вот сюда, для того, чтобы двери вот этого лифта, из которого мы приехали, закрылись обратно. Если вы немножко здесь как-то накосячите, например, выстрелите вот сюда и подойдете, собственно, в этот триггер, который закрывает двери, то видите, вот эти двери лифта, они остались закрытыми. Сейчас вот сюда заходим, и здесь вот эти вот враги, которые должны были выйти, но не вышли. То есть они могут вам заруинить. Ну, собственно, все. Нажимаем на кнопку и едем в лифте.
Опять же, довольно длинная поездка. И сейчас я спамлю кнопку взаимодействия для того, чтобы те враги, помните, которых мы скипнули, про которых я говорил, вот да, они там сейчас в поисках Макса напарываются на лазеры и, собственно, подыхают все. Поэтому для того, чтобы скипнуть хилкам, нужно спамить кнопку взаимодействия. Берем в руки гранатомет и ждем, пока лифт приедет. Так, лифт подъезжает. С гранатометом в руках мы бежим вот сюда. Вот здесь находится триггер, который активирует искусственный интеллект противников. Мы стреляем из гранатомета примерно вот сюда, то есть в белую колонну. Иногда попадаешь в перила. Если вы попали в перила, там можно неудачно попасть, и враг не умрет, то есть его как бы закроет хитбокс перил. Включаемся на кольт команды, убиваем вот этого противника. Вот здесь иногда вот у этого противника с G-хаммером немножко разный паттерн. Он может быстро выходить, то есть быть уже где-то вот здесь. Иногда может долго выходить, вот как сейчас. Когда он долго выходит, можно попытаться надамажить его сквозь вот эти вот решетки. Но если у него такой паттерн, что он, значит, быстро выходит, здесь можно даже немножко воспользоваться буллетаймом против этого противника, потому что место довольно опасное. Здесь иногда бывает, вот этот противник открывает нам дверь, иногда приходится самому ее открывать. Вот эти вот враги находятся иногда в разных позициях. Здесь обычно вот этот вот враг с дробовиком, он находится где-то вот здесь, где-то вот здесь. И для того, чтобы не словить от него выстрел в ебало и не сдохнуть, я обычно делаю кувырок. Здесь тоже можно воспользоваться буллетаймом для того, чтобы побыстрее их всех убить. Иногда бывает так, что один из этих противников с кольтом, он идет где-то вот сюда, то есть берет долгий маршрут. В этом случае, наверное, не стоит его пытаться как-то выискивать и добивать. Просто бежим вот сюда, используем, ну, как бы кнопку взаимодействия нажимаем. Макс здесь ломает компьютер, и у нас открывается лифт. В лифт мы должны заходить с инкомами в руках. То есть это триггер конца уровня. Если вдруг вы слышите, что по вам стреляет вот этот вот противник с кольтом, которого вы оставили в живых, он может либо вот оттуда и прийти и начать по вам стрелять, либо даже вот отсюда прийти и тоже по вам стрелять. Если вы слышите, что он по вам стреляет, после того, как мы нажали Use, делаем кувырок, для того, чтобы он нас не убил в катсцене.